Помните этот скетчбук? У меня таких два одинаковых. Приветствую всех на моем канале. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница. Все работы выполнены мной в смешанной технике. В конце видео я покажу свою палитру для гуаши. Меня о ней спрашивали. Каждую работу буду приближать, чтобы вы видели фактуру. И лучший цвет камера читает таким образом. Мои подписчики не раз интересовались, почему я пишу на маленьком формате. Это очень просто, потому что возиться с маленькой работой гораздо быстрее, чем с большой, удовольствие получаешь. Больше, скорее видишь результат. К первым 3 работам в этом скетчбуке я тонировала лист зеленым. Это самая любимая моя из всех, что есть здесь в скетчбуке. Нравится, как этот зеленый просвечивается сквозь гуашевые мазки. Я не снимала процессы этих работ, и это дало мне некоторую свободу. Я все-таки неспокойно себя чувствую, когда пишу сверху камера. Поэтому большинство того, что здесь есть, получилось хорошо. Несколько лет назад, когда я начинала снимать процессы своих работ, мне казалось, что это временное явление. Но я все еще так же волнуюсь и допускаю ошибки, как будто на меня просто через плечо смотрит учитель. Эту работу я тоже продумывала, делала эскизы. Цель была использовать гуашь, которая у меня лежала давно, студенческого качества. Она, конечно, белесая, пришлось добавить художественную гуашь тоже. В своем видео о гуаши я показывала, как я делаю такие фактуры. А потом еще бордовые точки добавила восковыми мелками. Процесс этой работы у меня есть на канале. Было трудно вырулить к адекватному цветовому решению, однако я справилась. Процесс написания этой работы есть на моем канале. Здесь, конечно, камертон по тону, лампа на окне. Еще важное наблюдение: затемненные черной краской цвета, такие как у меня здесь окно, коричневые, на заднем плане еще умбра, дерево, работают вместе великолепно. Ровно так же, как и будут работать рядом разбеленные цвета, близкие по тону. Насчет разбеленных цветов у меня есть видео, называется «Вибрация цвета». Я добавлю в описании ссылку на него. Там я рассматриваю этот вопрос с помощью масляной пастели, но для любой другой краски это работает ровно так же. А здесь посмотрите, у меня справа весь правый угол кажется теплым по сравнению со всем, что на переднем плане. Эти кусты, как они взаимодействуют и с фиолетовым на земле, и с теплым наверху. А эта работа сложно шла и развивалась. Старалась сделать на сближенных тонах, тоже на темных. У меня часто бывают какие-то бесплодные поиски, масса работ, которые я потом никому не показываю. Если бумага плотная, как здесь, можно с другой стороны что-то написать. Здесь по композиции неудачно, но оставила так, как есть. Захотелось написать что-то с такой японской изюминкой. Большое облако, маленькую девочку.
Отличный повод, чтобы пописать облака. Без карандашей здесь я не обошлась, потому что все-таки гуашью полностью контролировать. Краска это все-таки спонтанный более материал, чем графический. Поэтому все, что может само случиться на листе, спонтанно растечься, я делаю это красками, а довожу уже потом карандашами. А здесь я хотела показать движение, поэтому не стала тщательно прорисовывать. Как говорится, работа эскизного характера. Давно хотела попробовать и приобрела краски Никер. Это растяжка сделана ими. У меня набор 12 цветов. Этими цветами сложно управлять. Здесь я наслаивала на никер свою обычную густую гуашь. Это вполне нормальный технический прием, когда ты не знаешь свои краски новые и прибегаешь к помощи старых. Конечно же, в первые сеансы живописи новым материалом ты чувствуешь себя беспомощным, но это со временем проходит. Этот милый сюжет уже полностью сделала новыми красками. Синий здесь сильно вырывается, но это потому, что я просто не знала, что делать со смесями. Они очень сложные в этих красках. Пейзаж на сказочную тему. Не исключаю, что есть такие домики на каком-то маленьком островке, но мне не доведалось видеть своими глазами. Часто использую бордовые и коричневые карандаши, когда прорабатываю рисунок, дабы разнообразить все это по цвету. Недавно меня расспрашивали по поводу моей палитры для гуаши. Вопрос был, как она сохраняет краску влажной. Герметичная палитра, клипсы по бокам. На крышке силиконовая прокладка, которая плотно прилегает к ячейкам. Сегодня я вам показала только половину скетчбука, есть еще часть. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Все как обычно, подписка, лайк, колокольчик. Пока, до встречи на моем канале.